Я приветствую вас, представители знака зодиака Овен, на канале Таро Инспирационе. Таро прогноз. Что случится до конца весны? Месяца март, апрель, май. Совершенно разные планетарные транзиты будут весенним месяцем соответствовать и разная энергия. И тем не менее, давайте мы всегда от весны ждем чего-то такого воодушевленного, более радостного, какой-то перезагрузки, правда? И давайте узнаем, что нам подскажут карты. Пусть это будут, возможно, как неожиданности и сюрпризы. 3 месяца достаточно немалый срок, с чем мы можем столкнуться в этот период. Что изменит, возможно, нас или как изменится наша жизнь. Давайте немножко заглянем в будущее, мои дорогие овны, и посмотрим. У нас сегодня колода ангелов-хранителей. Поэтому давайте будем милосердней к самим себе и к собственной душе. Жизнь не бывает полностью предсказуема. Итак, что же случится или в какой сфере жизни? В чем вам придется принимать смелые решения? Какая тайна откроется или какое важное событие произойдет? И мы достанем 3 карты. События ближайшего будущего. Здесь сроки могут, несколько сдвигаться. Ближайшее будущее может быть, это буквально какие-то дни, которые, последующие вот за этим днем, как вы смотрите. Но вполне вероятно, это может растянуться и месяц, и более. И события ближайшего будущего у нас 3-я карта. А теперь события отдаленного будущего. Наверное, это вторая половина весны. Может быть, с середины апреля до конца мая. Хотя, опять же, все сроки, они такие плавающие. Мы не можем что-то предугадать наверняка. Поэтому будем реалистами, всегда к этому призываю. Давайте мы с вами узнаем, в чем же будет риск, возможно, да? От чего вы можете отказаться сами или вам это придется несколько трансформировать. И давайте узнаем, по мнению карт, что вы должны обустроить, или как карта-совет, в чем навести порядок, или организовать, может быть, адаптировать в своей жизни. Теперь давайте посмотрим. Итак, первое, что же случится или в какой сфере жизни вы будете принимать важные решения. Но это работа, конечно, работа и деньги. И мы ожидаем планетарно о том, что у нас могут быть и системы финансового взаиморасчета разные, и деньги тоже. Сама концепция как бы денег может меняться для всего мира, но у кого-то конкретно в нашей земной жизни это изменения на работе. Может быть, вы хотите построить карьеру, для кого-то просто как дополнительный вид заработка, потому что вы ищете себя или сделать свою жизнь более благополучной. Но карта подразумевает инструкция конкретно, то есть мы что-то или изучаем, или детализируем, и карта нам подсказывает сразу же где-то ваши действия, что к тому, что вы хотите осуществить по части труда, вашей занятости, ваших достижений и денег, вам нужен конкретный план, тезис-план. При этом на тезис-плане или во главу угла этого плана вы поставите как свою цель или намерение. А вот варианты, они могут быть разными. Придется, видимо, корректировать эти планы еще не раз. И от деталей вашего плана или от того, как вы будете вносить коррективы за этот продолжительный период, будет зависеть ваше благополучие, ваша успешность и напрямую количество, может быть, денег. Но, по крайней мере, карта достаточно стабильная, она обещает уже приток денег, но если мы говорим о качестве, количество, как бы, да, это одно, и будем говорить, оно у каждого свое. Но если мы рассматриваем деньги, мы ведь откуда-то их зарабатываем, правда? Поэтому, может быть, оттолкнуться от своей мечты или от того плана или проекта, который лично вы хотели воссоздать, или то, что для вас важно, может быть, как ваши достижения, кем вы хотели быть, возможно, какие-то обучения, курсы, и здесь у каждого по-своему. Обучение, безусловно, есть, поскольку детали какого-то плана вашего предусматривает уже карта. И значит, скорее всего, если не буквально за парту мы садимся, то внимаем тем событиям, которые происходят вокруг, или учитываем как раз, что происходит, возможно, в мире. Давайте посмотрим, какая тайна откроется, но концепция изменений, оно лежит, по крайней мере, в течение
всей весны, до конца весны, это в основном ваша занятость, достижения, труд, работа, профессиональная деятельность и, безусловно, вот этот важный эквивалент, который мы получаем, не должно быть из нуля в рогожечку. Там, где или если вы чему-то посвящаете большую часть своей жизни, значит, должен быть взаимный энергообмен. Не просто работа ради работы, не идея ради идеи, а именно эквивалент денежный. Ну, вторую карту давайте откроем. Какая тайна откроется? Или какое важное событие? Может быть, к чему все идет или что ведет к переменам? А вы знаете, вы можете даже не хотеть никаких перемен. По четверке Земли тут как раз желание стабилизировать какую-то обстановку. Вот и все. Вы, наверное, какая тайна откроется. По четверке Земли сама по себе карта не предусматривает какую-то тайну. Ну, разве что мы сами что-то скрываем. Вы можете что-то скрывать и не хотите, чтобы о вас много знали. Тут некоторая закрытость идет по этой карте, и, возможно, это совершенно необходимо для того, чтобы вот этот планомерный какой-то тезис-план у вас был осуществлен. Вообще на период весны, ну, насколько это возможно судить по одной карте, не предусматриваются какие-то синкопы или то, что, знаете, как вас застает врасплох. Тут вы все контролируете, мои дорогие овны. Может быть, карты хотят вам сказать, то, что ты делаешь, тебе одновременно придется и удерживать. Давайте мы раскроем события ближайшего будущего. С чем может быть связан период марта, к примеру? Ну, правда, мы тут с чем-то определяемся. По восьмерке кубков это мы принимаем важные решения и после этого действуем. Словно ангел выходит навстречу в этой колоде, и карта может говорить о том, что пока ты не примешь решение или ты для себя не создашь вот этот самый план, а будешь, ну, где-то так, вроде иду вперед, или один день прожил, и ладно, а вот так как будто нельзя. Нужно понимать, чего мы хотим достичь или в конечном итоге, к чему мы хотим прийти. Перемены, безусловно, есть, но это когда мы оставляем все прежнее и идем вперед. Поэтому есть какая-то перезагрузка для вас, мои дорогие овны, как минимум, может быть, в марте. Может быть, в марте это будет касаться того, что э, вы замечаете, что есть ситуации для кого-то не или непреодолимые события, с которыми связаны, например, ваша жизнь, место вашего пребывания. Может быть, это и по работе тоже какие-то происходят изменения, и вам нужно, ну, где-то адаптироваться или подстроить эту ситуацию под себя. И поэтому вы готовы идти вперед. Сама по себе карта говорит, что если даже у вас сейчас сложный какой-то период жизни, вы найдете выход, мои дорогие овны. Давайте посмотрим, что же это будет на апрель. Может быть, да, или как событие ближайшего будущего, которое нас приведет к каким-то дальнейшим изменениям планов, или как меняется ваша жизнь. Вот, видимо, в ближайшее будущее какая-то перезагрузка, потому что, возможно, как в апреле, да, я не случайно три карты, хоть я и назвала ближайшего будущего, но я сказала, сроки обтекаемы, поэтому где-то перекладывайте на себя. И тройка жезлов– это карта сама по себе, ну, как расширение горизонтов, каких-то возможностей. Визуализация сама нам по себе будет помогать, и поэтому эта визуализация, словно мы себе из будущего протягиваем руку помощи. И правильные мысли есть для вас основа всего. Если вы верите в какой-то план, или если вы верите в конечном итоге, что вы достигнете того берега, к которому вы стремитесь, у вас это точно получится. Но кто знает, может быть, где-то на переходе марта и апреля у вас будут происходить или начнут происходить какие-то важные перемены, хотя тройка жезлов еще не говорит, что ну буквально уже что-то в нашу жизнь ворвалось и начало менять нас самих или нашу парадигму жизни. Но эта карта говорит: приготовься. И часто в колодах Таро нам человек, тот, который показан на тройке жезлов, он повернут спиной. То есть у нас уже, в принципе, готово. Мы понимаем, что какой-то прежний жизненный этап мы оставляем позади. И тройка жезлов будет означать вашу или коррекцию планов на будущее в связи с той обстановкой, которая у вас происходит. Давайте посмотрим, что же нам еще скажут карты.
Но, в принципе, у нас с этого началось восьмерка земли, и поэтому или пентаклей, десятка пентаклей завершает вот этот триплет событий ближайшего будущего, и поэтому для вас это как какой-то итог получения денег или важные согласования по бумагам, прояснение по вашим отношениям. Или если вы планируете переезд, у кого-то по восьмерке воды может быть переезд, тогда вы тоже либо какие-то документы уже подготовите ближе к маю, это точно. Возможно, вам как раз, чтобы к маю достичь вот этого баланса или уже результата, нужно планомерно и заниматься, как и построением карьеры, как и подготовкой документов. Опять же, все зависит от того, что вы себе поставили как план. Может быть, это вопросы вашей личной жизни, отношений. И здесь перспектив карт. Или карта еще говорит о традициях. Поэтому приглашает нас карта действовать как и по закону, но это само по себе благополучие, такое в квадрате по десятке пентаклей, которые мы получаем. Могу сказать, что первая половина, она будет неспешная с учетом марта и где-то до середины апреля. И кто знает, вот эта перезагрузка может происходить как раз с середины апреля и с заходом на май месяц. Давайте посмотрим события отдаленного будущего. Ну, наверное, карта харизматичного лидера будет говорить о том, что есть то, что вы хотите осуществить. Жезлы– это ваша энергия. Безусловно, когда мы не ставим наши планы на второе место, но, с другой стороны, мы себя еще и умеем сохранять. Это карта руководителя, мне всегда хочется сказать, потому что король жезлов, он практически ничего не делает, он стоит. Или он сидит, или он не движется, по крайней мере. Но это сила мысли или тот план, который мы хотим осуществить. Значит, тезис-план может, как я уже говорила, не только корректироваться, а и должен, в зависимости от той обстановки, которая будет вас окружать. Может быть, это будет связано еще и с людьми, потому что харизматичный лидер имеется в виду, ему верят, ему доверяют. Это лидерская сама по себе позиция, поэтому эту лидерскую позицию вам нужно пронести через всю весну или то желание, тот ваш план, мои дорогие овны, что вы хотите осуществить. Но увязать это с той реальностью, которая присутствует в вашей жизни, определенно стоит. Может быть, это и ваш партнер, партнер по бизнесу, партнер по браку. Но это люди, те, которые, помните, не берут на себя легко какие-то обязательства. Все же лидер харизматичный, советы, пожалуйста. Или какая-то моя идея, но каким образом ее обыграть или осуществить в реальности. Но это еще пока не действие, поэтому я бы сказала, вас немножко карты останавливают. Останавливают и говорят: ты подожди, ты продумай, кто тебя окружает или кого ты возьмешь в помощники, союзники. Все зависит от того, что вы хотите осуществить. И будь готов действительно корректировать что-то, события отдаленного будущего. Есть, видимо, и те задачи, которые вам придется проделать в одиночку по аркану отшельник, с одной стороны. Никто не мешает. И лидеру харизматичному тоже не мешает. Учитесь слушать свою интуицию. Здесь как правда какая-то может открыться или какая-то информация, которая вас заставит несколько корректировать в отдаленном будущем свои планы. И это будут, скорее всего, события извне, которые вы можете услышать как информацию. Вы можете себя поблагодарить во второй половине весны 2025 года, что правильные предприняли действия, может быть, с первых чисел марта, или с чем-то вы определились, потому что может быть, это где-то с переносом на май месяц будет либо какая-то занятость для вас, которая будет целиком и полностью зависеть от вас или от вашего видения, что вы захотите продолжать. Может быть, это ваше лидерство переходит в такие энергии достаточно холодные. Вот горячая карта, правда, жезлы всегда огонь, это как Марс, а отшельник это нет, это где-то тайна. Это предчувствие, то, что мы называем интуицией. Это ментор в первую очередь, это философ, который знает ответы на все сложные вопросы. Тот, который не воспринимает любую ситуацию личностно, а понимает, что, ну да, вот есть концепция того, что я не могу изменить, но есть и то, что для меня важно, поэтому я иду своим путем. Здесь действительно какая-то миссия для вас может проиграться, когда
удастся осуществить или, по крайней мере, сделать первые шаги по направлению к осуществлению вашего плана или мечты. Но карта говорит, что будет тот период весной, когда тебе, Овен, придется рассчитывать на самого себя. И поэтому слушайте интуицию, она вам будет давать правильные подсказки, и больше хладнокровия к этому призывают карты. События отдаленного будущего. Тут вы один или одна, мои дорогие овны, добьетесь больше, нежели бы вокруг вас был какой-то социум или круг людей. Кто знает, может быть, немножко вот странно, правда, для вашего знака. Не всегда овнам выпадает, особенно если я анализирую прежние расклады по прежним годам, вообще редко такая карта выпадает. Но и правда для вас перезагрузка, потому что самое главное себе не навреди. А часто наше окружение, кто в лес, кто по дрова, нас с нами может не соглашаться, и нам приходится либо кому-то что-то доказывать и тратить на это время, или же приступить к исполнению собственного плана. Ну, вот так, пусть в одиночку, но зато никто не мешает. Вот мешать вам никто не будет. И, скорее всего, вы вот такую концепцию можете принять. И вы знаете, у вас здесь, правда, что-то будет развиваться быстро, какие-то первые шаги. Возможно, сначала вот есть план, да, если мы говорим о отдаленные действия. Потом первые осторожные шаги. И дальше у нас идет рыцарь жезлов, и это карта конкретно говорит, если ты веришь. Вот если ты веришь, у тебя получится это осуществить. Более того, карта еще подразумевает и такие энергии, когда мы готовы к неожиданностям. Это карта скорости, и поэтому события будут развиваться потом в каком-то убыстренном варианте. И что-то вы начнете как в одиночку, но потом вам придется ускориться. Пространство, может быть, придут какие-то новости, вам придется отправиться в какие-либо инстанции, быстро что-то согласовывать, не теряя времени даром. Потому что будет такая концепция в конце весны, может быть, это как раз с маем и совпадет, когда куй железо пока горячо. И если ты быстрые какие-то действия осуществляешь, то тогда ты не теряешь этой возможности. А если ты отложишь что-то на потом, то и возможности потом не будет. Поэтому разные совершенно энергии могут быть в течение весны, мои дорогие овны. Давайте мы с вами откроем следующую карту и узнаем, в чем же риск. Ну, наверное, риск будет в том, что вам нужно быть обязательно внимательным по части ваших достижений. Карта победителя. Но нам всегда говорят, во-первых, это карта успеха. Есть и по ней такой элемент случая, как неслучайные случайности. Но что-то вам придется передумывать. Или как передумывать, в каком плане? Вы уже победы достигли, или будет какой-то у вас триумф, или осуществление, исполнение какого-то желания. Это точно весной, мои дорогие овны. Но потом вот именно перезагрузка и идет. Может быть, это где-то и соответствует аркану отшельник, потому что эту победу вам нужно удерживать. Вполне вероятно. О себе много не рассказать, не говорить о своих планах. Вам придется на какой-то период жизни словно превратиться в отшельника именно после вашей победы. И вот такие энергии вам помогут эту победу сохранить. В последующем нам уже сказали, что будут как ускоряться события или приходить новые новости, и уже какая-то активность будет продолжена. Но будет и весной тот этап, когда вам совершенно необходимо словно отойти в тень, или быть, ну, где-то не на виду, или быть не в гуще событий, а вот как отшельник, идти каким-то своим путем. От чего вы можете отказаться сами, или вам придется как раз это трансформировать, переделывать? У вас какие-то очень важные события жизни, те, которые могут касаться как изменение статуса, аркан императрицы, мои дорогие. И императрица, она очень плодовита. Мои дорогие девочки, у кого-то, если это соответствует вашему возрасту, поставленным целям, я жду ребенка, у кого-то может быть беременность. Понятно, что не у всех, но плодовитость еще императрицы, это для всех остальных касается. Это как раз плодовитость на новые идеи, новые планы, на какие-то задумки, на творческие инсайты, да на все то, что мы называем, наверное, вдохновением. И потом это вдохновение переложить на реальную жизнь, на какую-то финансовую, может быть, подушку, как и безопасности, так и на последующие свершения. И это уже какие-то
наши действия, но осторожные действия. Помните, что на кону ваш статус. И это может быть статус у кого-то также по работе, а у кого-то этот статус может быть как переменный в личной жизни, мои дорогие. И вам придется вообще, в принципе, даже если не меняется личная жизнь, у кого-то через статус или ваше достижение, пусть это будет бизнес, когда дела идут в гору, когда пусть это ваша профессия и ваша занятость по найму, отстроить карьеру и, опять же, изменить статус. И себя действительно, вот после этой победы, какая-то победа однозначно есть, потом перезагрузка, аккуратные действия, мысли, какой-то свой путь, с чем-то нужно разобраться, словно осмотреться. И после этого уже действовать. Но мы остаемся довольны. Вы, мои дорогие овны, вы останетесь довольны. Вот такие добрые перемены, подвижки тут действительно в вашей жизни, как и личной. Ну, так и где-то это касается денег, потому что императрица, понятно, без денег не бывает. Но где-то есть ведь это символ нового «я», и поэтому карта может для вас все равно давать подсказку: будь дипломатом в течение всей весны и рассчитывай, Овен, сам на себя. Причем, если вот вашему знаку зодиака соответствует аркан император, император, он более непримиримый, а императрица договаривается даже с самым непримиримым императором. Поэтому для вас быть дипломатом, держать руку на пульсе, быстро реагировать на те события, которые или новости происходят вокруг вас. Но мы ведь смотрим энергии на весну, правда, до конца весны. И для вас, мои дорогие овны, замечательная энергия. Давайте узнаем, как карту совет, в чем вам придется либо наводить порядок, либо что придется учитывать, организовывать. Ну, как всегда это и бывает, начинаем мы с себя. Это карта искаженного восприятия. Вот, кстати, в преддверии марта перейдите на мой сайт «Преломление реальности». У меня последняя статья на сайте. Вы можете перейти как и из описания к каналу, так вы можете из вкладки в сообществе. Я описываю планетарные транзиты, которые будут над нами господствовать в период начала весны. И некоторая перезагрузка. Почему? Эмоции нам могут где-то искажать ту реальность, которая есть. Перезагрузка внутренняя. Когда мы прежде могли думать: не, вот я буду действовать так, а здесь реальность нас заставляет вернуться на нашу землю и понимать, что ты-то, может быть, и Овен много чего хотел, но вот сейчас основная задача себе не помешать. И мы можем в себе сомневаться. Мы отрабатываем какой-то или отстраиваем новый опыт или новую концепцию взаимодействия с людьми. И для нас это бывает очень сложно. Поэтому нам нужно видеть ситуацию со стороны, не воспринимать все слишком личностно, не пропускать через себя, устраивая себе либо сеанс самокопания, либо ненужную глубокую философию. Обратите внимание, у вас все карты более чем реальные. Это, пожалуй, одна единственная карта, которая мечевая, и та будет говорить о преломлении как раз реальности, что нам может что-то казаться, а в реальной жизни этого не существует. Поэтому разделяйте свои внутренние ощущения от тех позиций в жизни, в реальной, которые у вас существуют. У вас весенний период до конца весны есть возможность кардинально, по крайней мере, сделать первые шаги в улучшение как и финансового положения, как и изменение статуса, так и отстроить новую концепцию качества жизни. Ну вот единственное, что может помешать, это только сомнения и какие-то неправильные мысли. Поэтому будьте к себе милосерднее, мои дорогие овны. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.